Всем привет! В этом видео я покажу, как самому сделать тонкую и острую иглу для насаживания наживок на волос. Конечно же, многие могут подумать, для чего же ее делать, если они и так продаются во всех магазинах и тем более стоят недорого. В принципе, так оно и есть. Но, к сожалению, те иголки, которые продаются, они не всегда бывают тонкие и тем более острые. И, конечно же, такая игла отлично подходит для крупных насадок, например, для крупных бойлов, крупного насадочного пеллетса. Но если мы хотим одеть на волос кукурузу или насадочный горох, то такая иголка сильно раздалбывает отверстие. И получается, что очень часто горох вообще рассыпается пополам, как бы разваливается, а кукуруза болтается на волосе, потому что отверстие сильно получается большое, и она просто ездит по волосу, болтается и также со временем может слететь. Вот. И сколько я не искал в продаже каких-то вот таких тонких иголок для таких вот нежных, изящных насадок, я ничего не нашел. Вот. И поэтому решил сделать такую тонкую и острую иглу самостоятельно. И в принципе все, что нам для этого понадобится, это вот такая игла для швейных машин. Как видите, у нее ушко находится возле острия. Купить ее можно в любом магазине, где продаются товары для шитья. Я же эту иглу незаметно взял у бабушки. Была швейная, станет рыболовная. Только бы она это видео не посмотрела. Поскольку эта игла очень маленькая и на камере будет плохо видно, я вам покажу на схеме, что нам нужно сделать. А сделать нам нужно всего лишь одно действие. Нам нужно срезать одну сторону ушка. Должно получиться примерно вот так. И именно этим мы сейчас и займемся. Вообще это можно легко сделать с помощью маленького надфиля, но я воспользуюсь бормашинкой с тонким диском. Вот и все. Готово. В итоге у нас должно получиться вот так. В принципе, наша иголка полностью готова и ей уже можно пользоваться. Но для удобства я рекомендую сюда придумать какую-нибудь ручку. Тут уже, конечно, свободный полет фантазии, кто что придумает. Может, у кого-нибудь в хозяйстве что-то подходящее завалялось. Ну, если уже ничего нет или ничего не придумаете, я могу порекомендовать от себя купить ручную мини-дрель. Она совсем небольшая, где-то вот такого размера, как шариковая ручка, может немножко толще. Вот. Там стоит цанга, которая зажимает вот такие вот тонкие диаметры, как вот эта игла. Они бывают разные, стоят совсем недорого, поэтому рекомендую. У меня же вот такая вот штука есть, даже не знаю, откуда она взялась и где она используется. Если знаете, пишите в комментариях, мне интересно будет. И эта штука четко подходит по диаметру к этой игле. Здесь тоже вот такая вот как бы цанга стоит. И вот так вот накручивается колпачок, который цангу зажимает. И все. Игла надежно держится. Ну и теперь самое главное, покажу, как она работает на практике. Вот у меня уже есть готовый поводок с волосом. Здесь волос рассчитан под 10-мм мини-бойл. Конечно, было бы лучше вам показать эту иглу на примере кукурузы или гороха, чтобы вы увидели, насколько классно она работает с такой хрупкой насадкой. Но, к сожалению, у меня сейчас нет ни кукурузы, ни гороха, поэтому покажу на примере мини-бойла. В принципе, разница небольшая. Берем мини-бойл, как я говорил уже, диаметр 10 мм. И сейчас будем одевать его на волос с помощью нашей самодельной иглы. Прокалываем бойл. Теперь цепляем петелечку за крючок.
Вот. И перетягиваем бойл на волос. Убираем иглу и ставим стопорок. Наш мини-бойл одет, все работает, очень классная игла, рекомендую всем такую сделать. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. До новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.